Сегодня я продолжаю разговор о ограниченной палитре. Покажу вам системы смешивания цветов. Меня зовут Юля Сайфан. Я художница. Сегодня будет интересно. Открою книгу Джеймса Гарни «Цвет и свет». Вот что он пишет. Чтобы предусмотреть диапазон возможностей ограниченной палитры, можно попробовать написать цветовой круг. Каждый из цветовых кругов справа был создан с помощью всего 3 или 4 цветов, не считая белого. Нередко полезно взять один очень насыщенный цвет и сочетать его с 2 более тусклыми цветами, расположенными на противоположной стороне спектра. Можно поступить, как рекомендует художник Гарни, выбирая себе ограниченную палитру на основе триады, взять 2 приглушенных и 1 интенсивный. Он не дает рекомендации, к какой триаде привязываться, поэтому вот вам пару примеров. Идея в том, чтобы взять с одной стороны спектра чистый цвет, а с другой стороны 2 спокойных, сложных цвета. Лучше, конечно, их сделать светлее, чем тот интенсивный яркий цвет. По той причине, что контраст считывается нами не только по цвету, но и по тону. В то время как в ограниченной палитре на основе триады все цвета замешались между собой, образуя нейтральные оттенки. В аналоговой нет того, что может обеспечить глубину, сложность цвета при смешении, и тут поможет серый. Как и в примере с триадой, в ограниченной палитре аналоговой системы можно выбрать то, что будет похоже на цвета, но не точно тем, что вы видите на схеме цветового круга. Чтобы вам наглядно показать широкий диапазон в этих 3 цветах, я собираюсь замешать свои цвета с серым. Начну со смеси зеленого с моим сложным синим и в него постепенно замешаю серый. Сложный цвет – это значит, что он не чистый, как на цветовом круге, что он ближе к центру волшебной карусели. Как если бы мой цвет стремился к центру и тускнел. О сером стоит еще поговорить. Замутненный, загрязненный, можно продолжать эпитеты. Художники как дети, им все красиво, даже грязный цвет. Добавляю понемногу серый, и последним квадратиком будет цвет чуть различимый от серого. Теперь мой чистый зеленый к серому. Продолжаю с моим сложным синим. Промежуточный между синей и фиолетовой растяжка к серому. С фиолетовым то же самое. И, наконец, смесь зеленого с фиолетовым, и растяжка к серому с этой смесью.
пару слов о сером, потому что когда вы замешиваете для ограниченной палитры сложные цвета, знания о сером вам пригодятся. В центре цветового круга нулевая насыщенность оттенка. Цветовой круг Итона не единственная система для понимания работы цвета. Цветовой круг – это горизонтальное сечение трехмерного цветового объема. Цветовая система Мансела представляет цвет в трех измерениях. Мне понадобилось показать вам систему Мансела, чтобы вы наглядно увидели, как работает серый цвет. Дерево, ствол которого идет от черного к белому вверх, и от каждого нейтрального, будь то белый, серый или черный, отходит ветвь, как в дереве, постепенно входя в тот яркий цвет, с которым мы знакомы на цветовом круге. Этим я хочу показать, что у нас есть два способа сделать цвет сложным. Это добавить серый или же добавить противоположный. Мне бы очень хотелось формулировать, как правильно усложнять, но все меняется в зависимости от живописной задачи. Может даже понадобиться совмещение этих двух способов, такое нередко бывает. Можно сделать таблицу для любой ограниченной палитры, понять, как взаимодействуют цвета между собой. Здесь аналоговая. Цвета, как в прошлом примере, я замешиваю их между собой с добавлением белого. О таблице смешивания я рассказывала в предыдущем видео. Здесь все элементарно. По горизонтали и вертикали одни и те же цвета, они встречаются между собой, образуя новые. Есть также вариант взять два цвета для ограниченной палитры. Здесь цвета взяты случайным образом, без привязки к какой-либо гармонии. Я проверяла, с чем взять ультрамарин и охру. Ультрамарин и сиена жженая. Краплак и охра. Вермиллион и охра. Ультрамарин и охра. Как вы уже поняли, я беру два цвета, замешивая их между собой, получаю промежуточные. Все это уйдет в белый, в серый. Будет широкая палитра на основе всего двух цветов. Посмотрите, какие красивые замесы получаются. Здесь у меня несколько примеров. От умбры к светло-зеленому самое любимое на этом листе. Единственное, на что стоит обратить внимание в выборе вашей пары, если вы выбрали построить свою пару на контрасте, стоит подчеркнуть этот контраст, выбрав темный цвет и светлый цвет. Для гармоничного сочетания цветов я предпочитаю не брать противоположные для ограниченной палитры, потому что самый высший контраст, цвета на круге Итона, которые противоположные, они в паре смотрятся слишком резко. Нужно немного смягчить, передвинув один из цветов по цветовому кругу вправо или влево. Вот так. Могу это смело назвать контрастной диадой, потому что это два цвета, и они друг напротив друга. Плотный фиолетовый и легкий зеленый. Или же могу создать пару, высветлив темное и затемнив светлое. Таблица смешивания – это любые цвета, смешанные между собой, а система смешивания – это конкретные цвета. Покажу вам кое-что любопытное. Эту брошюру я скачала с сайта Шминки. Здесь системы смешивания оформлены в геометрические фигуры. Давайте разберемся, что стоит за этой красотой.
Первая трехцветовая модель, которую предлагают в этой брошюре шминки, 3 цвета. Желтый, пурпурный, голубой лежат в основе цветовой модели, которая используется в печати, CMYK. Это аббревиатура названий цветов Cyan, Magenta, Yellow, и буква K обозначает ключевой цвет Key Color. Он черный. Я покажу вам, как эти цвета сидят на цветовом круге. Пусть это вас не путает с типографским предназначением. Они прекрасно между собой взаимодействуют, и можно писать этими 3 черным и белым. Cyan, этот голубой, здесь с белилами. Я проверила несколько фирм. Многие в состав добавляют белила. Я думаю, что причина в том, что желтый, он полупрозрачный. Чтобы уплотнить эту смесь, есть белила в голубом. У меня есть сюжет о том, куда делся бирюзовый, и он еще с собой утащил фиолетовый, но оранжевый они с собой не звали. Если пока еще не можете ответить на вопрос, почему вашими красками не замешиваются нужные вам вторичные цвета, рекомендую посмотреть этот материал. Ссылка внизу. 5 цветов, где бы еще пригодилась пятиконечная звезда. Берем наши 3 цвета из предыдущего треугольника и дополняем красным и темным синим ультрамарином. Вот таким образом эти цвета сидят на цветовом круге. 6 цветов. Вифлеемская звезда приобрела новый сакральный уровень. Дополнили все вторичные цвета: оранжевый, фиолетовый, зеленый. Признаться, я об этом раньше и не думала. Обычно я предлагаю 2 желтых, 2 красных и 2 синих. Из них уже идет ассортимент вторичных идеальный. А здесь уже сразу вот вам оранжевый, фиолетовый, зеленый. Легкая жизнь. Я заканчиваю на этой оптимистичной ноте. Темы в живописи перетекают одна в другую. Если не объяснять что-то, что находится рядом, рассказ будет недостаточно полным. Прошлое видео было о таблицах смешивания, и то, что вы видите сейчас на экране, я потеряла и не смогла вставить в прошлое видео. Лучше поздно, чем никогда. Спасибо за просмотр сегодняшнего видео. Оставляйте комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь. До встречи на моем канале.